Подписывайтесь на мой канал, буду всем очень рада. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И вяжите с удовольствием. Стильное вязание от Марины Маргун. Приятного просмотра. Итак, девочки, это приблизительно я нарисовала схему своего будущего свитера. Он еще не готов, поэтому пока вот так, только на бумаге. Нарисовала карандашом, но пришлось навести фломастером, потому что было плохо видно на камеру. Свитер будет с листьями, но не так, как у всех, как сейчас вяжут, какой он модный, что листья и спереди, и сзади, и на рукавах. Мне показалось это, мне такая модель вряд ли пойдет, он будет очень объемным. Но все же листья нравятся, поэтому я решила оставить листья только на рукавах, а спереди будет изнаночная гладь. Еще небольшая полосочка вертикальная. Это я на схеме здесь образно я так нарисовала. А вообще она, может быть, будет даже не столь заметна, потому что там просто будут лицевые петли, лицевые вытянутые петли. Она такая тоненькая, но зато по идее она должна еще больше стройнить. Также в свитере еще я решила сделать V-образный вырез. Это будет красиво сочетаться с листьями на рукавах. На каждом рукаве будет 11 листьев. Еще спинка будет приблизительно сантиметра на 3 длиннее от переда. И небольшие разрезики по боках. Чтобы рассчитать, сколько листьев на рукавах получится, сколько влезет в запланированную длину, нужно обязательно вязать образец. Теперь, что касательно пряжи. Заказала я пряжу в интернете. Магазин Хомяк называется. Вот я покажу в Инстаграм. В общем, пряжа это 100% меринос. Вот здесь есть такие цвета. Там, в принципе, цвета бывают разные. Но, как вы понимаете, эта пряжа стоковая, поэтому не всегда есть цвета, которые бы хотелось в наличии. Но, в принципе, это не проблема. Тут, значит, метраж в этой пряже в 100 граммах 280 метров. Поэтому, в принципе, такую пряжу можно найти и в клубочках. Там есть, по-моему, фирма BBB, только, по-моему, или Мартини она называется. Ну вот, нужно уточнить. Ну, в общем, главное, что нужно запомнить, в 100 граммах 280 метров, или если это будет 50 грамм моточек, да, маленький, то там должно быть, значит, 140 метров приблизительно. Ну, почему я говорю толщину, да, как бы, потому что это важно, потому что, в принципе, я постараюсь сделать такое описание, как я строила, схему и расчеты, чтобы вы смогли их подставить, в принципе, под любую пряжу, но все-таки я еще, уточняю, с какой пряжи вязала я. И еще один важный нюанс. Я изначально, планировала, конечно, когда заказывала, вязать в одну нить, но потом мне показалось, когда я связала, вот это мой образец, когда я связала в одну нить уже образец и спицами номер 4, изначально листья держали объем. Но потом, когда я постирала, оно насколько стало мягкое все, что эти листья так расплылись вообще, но я поняла, что оно очень слабо. Поэтому, думаю, нужно перевязывать спицами хотя бы номер 3,5. Но а спица 3,5, как все понимают, это очень долго. А еще и мастер-класс я решила сделать по этому свитеру, поэтому я понимаю, что не у всех точно хватит, наверное, выдержки вязать спицами номер 3,5. И попробовала все-таки в 2 нитки. Вот это в 2 нитки образец. Здесь резинка спицы 4,5, а основное полотно спица номер 5. Так посмотрела, выглядит красиво, прилично. Это уже постиранный образец. Ну и остановилась, что буду вязать 2 нити. Надеюсь, мне пряжи хватит. У меня бобине я заказала там 700 грамм где-то. Ну, по идее, должно хватить 2 нитки, посмотрим. Но
вы, когда будете заказать пряжу, то вы уже точно должны для себя решить, а не так, как я, чтобы потом хватило пряжи, потому что, как я уже говорила, пряжа стоковая, и этот цвет, который мне понравился, это был остаток, поэтому если вдруг у меня не хватит, то вряд ли у меня получится еще дозаказать. Образец, девочки, еще раз повторяю, образец вязать обязательно, потому что без образца вы не получите желаемого результата. Это я на 200% уверена в этом. Поэтому, связав образец, обязательно его нужно постирать и высушить. Так как это меринос, его мы сушим, ну как, вообще сильно выкручивать тоже нежелательно, потому что узор может потерять свою форму, так как тут листья. Ну так, влагу лишнюю мы убираем, а потом берем пеленочку или полотенечко, разлаживаем образец, ну или в дальнейшем, когда это уже будет готовое изделие, разлаживаем его аккуратно, и так как тут еще листочки, мы их тоже вылаживаем, как бы нам хотелось, чтобы они выглядели, и только сушим так в разложенном виде, потому что даже не пробуйте, не пытайтесь стирать мериносовую шерсть в машинке. Ну, если хотите испортить, то пожалуйста, а так я бы вам не советовала, потому что я уже испортила мужу шапку также. Случайно получилось, что она попала в машинку вместе с остальной стиркой. И, ну, я вам говорю, после стирки в машинке она вообще испортилась. Она стала меньше, она, ну, в общем, не делайте так, как я. Пожалейте свой труд. Итак, как мы делаем расчеты? Здесь изнаночные петли, поэтому, ну, мне их считать неудобно. Я переворачиваю на другую сторону этот образец. Здесь по лицевых как-то проще. Я вообще уже, девочки, наперед просчитала, сколько у меня будет, и пересчитывала несколько раз, чтобы точно получить достоверную, в общем, информацию, да, сколько у меня петель получается в 10 сантиметрах. Ну вот, например, как считать. Положила линейку ровно, да, ну, чтобы вот по полосочке этой. И считаем, начиная с единички, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ну, я сейчас насчитала 26. И так у меня перед этим получалось. Я уже себе записала, вот, что 26 петель у меня в 10 сантиметрах. Потом мы эти 26 петель делим на 10. Вот, берем калькулятор. 26 петель делим на 10 сантиметров. И получаем 2,6 петли у нас в 1 сантиметре. Получается, это по вертикали, да? По горизонтали точно таким же образом. Но видите, я здесь такую ошибочку сделала. У меня образец получился маленький. У меня не влазит вот 10 сантиметров, да, чтобы посчитать. Ну давайте я вот сейчас возьму приблизительно, сколько у меня влазит. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну вот, например, 12 петель в 7 сантиметрах. Точно таким же образом я беру 12 и делю на 7. И это получается, что в 1 сантиметре у меня получается 1,7 петли. Видите, сошлось. Но вообще желательно в 10. Потому что, почему я говорю сошлось, потому что перед этим я уже 100 раз пересчитывала. И получилось у меня в 10 сантиметрах 17 петель, а это значит, что 17 петель мы делим на 10, получается 1,7 в 1 сантиметре, значит, это в ширину. Теперь, что касается выкройки. Я сразу скажу, какие у меня параметры. Обхват груди 98 сантиметров, обхват талии 79, а мой рост 1,74 м. И по этим параметрам я посмотрела в интернете, чтобы определить размер. Получается приблизительно 42-44, это европейский размер. Если у вас
похожие параметры на мои, то вы можете свободно брать мою выкройку с моими тут сантиметрами, если вас устраивает длина, которая у меня получилась в свитере. Вперед у меня получается 57 сантиметров. То тогда пожалуйста. Но если у вас рост ниже, допустим, или размер поменьше, то вам нужно ее чуть-чуть немного переделать. Или измерить по себе, какую вы хотите ширину свитера, или взять уже готовый свитер, который на вас хорошо сидит, и по нем измерить там длину, ширину рукава. К примеру, выкройка, по которой я ориентировалась, рукав здесь намного шире. Вы можете посмотреть выкройку, которую я брала для примера, и сравнять ее с моей. И таким способом сделать свою, которая подойдет вам. Но в принципе, например, длину рукава я бы изменять не советовала, потому что я рассчитала там количество листьев и через какой промежуток они повторяются между собой, чтобы это выглядело красиво. А вот что касается длины самого свитера или ширины, то это, пожалуйста, на ваш вкус можете корректировать. Или что касается выреза, например, длины. Теперь как мы будем считать петли, сколько нам набирать. Я буду вязать свитер, начиная с рукавов, потому что это более сложнее. Там нужно высчитать прибавки, нужно рассчитать, как будет выглядеть узор. Спинку и вперед будет вязать намного проще. Там идет просто изнаночная гладь. Ну, впереди еще вырез, но это не столь тяжело. Итак, в рукаве у меня, как я считаю, сколько набрать петель. Значит, в ширину в 1 сантиметре у нас 1,7 петли. Я сразу рассчитываю с вот этого места ширину свитера, потому что здесь резинка, она будет все равно стянута. Значит, чтобы посчитать, сколько петель будет вот в этом месте, половина рукава это 12 сантиметров. 12 умножаем на 2, получается 24 всего, окружность будет вот в этом месте уже после резинки, да, 24 сантиметра. 24 умножаем на 1,7 и получаем количество петель, которое будет у нас в начале. Но еще такой нюанс, что количество петель у меня должно быть непарным, потому что здесь посередине идет такая стебелек с одной петли. Некоторые в основном его вяжут из 2 петель, тогда бы было парное число. А так как тут одна, то мне нужно набрать непарное число. У нас получилось 48, значит мы округляем это число и получаем 41 петлю, чтобы получить непарное количество петель. Еще раз напишу, как я эту цифру нашла. Я беру вот эту вот ширину 12 сантиметров, да, умножаю на 2, получается 24 сантиметра обхват рукава. И сколько теперь нам нужно петель? Каким образом мы это узнаем? Мы берем эту цифру 24 сантиметра и умножаем на количество петель в 1 сантиметре, 1,7. И в итоге получается у нас 48. И мы его округливаем к 41 петле. Таким образом мы высчитали, сколько петель нам нужно набрать изначально для того, чтобы вязать рукав. Еще такой важный момент. Я измерила ширину листьев. Даже этой линейки нам не хватит, чтобы его измерить. Сейчас я возьму сантиметр. В самом таком широком месте, вот смотрите, 18 сантиметров получается. Чтобы узнать, как оно будет сидеть, мы же не можем сделать, допустим, рукав, чтобы начинался, листья вот эти были вот впритык. Оно некрасиво будет смотреться на руке. Поэтому вам нужно так рассчитать, что листья в ширину это 18 сантиметров, и чтобы тут еще немного было по боках.
петелек, для того, чтобы они потом красиво смотрелись на руке, когда мы сшивать будем рукав. У меня так и получилось, что я взяла 18 сантиметров и добавила еще по боках, и всего получилось 24. Это значит, что по боках сколько там получается? По 3 сантиметра, да, еще, независимо от листочка, чтобы они расправились и все было красиво. Дальше высчитываем количество петель, которые будет в самой широкой части рукава. Половина рукава это 17 сантиметров. Значит, берем 17 сантиметров, умножаем на 2, получаем, сколько мы получаем? Получаем 34 сантиметра. Это самая широкая часть рукава. Дальше, сколько тут будет петель в 34 сантиметрах? Мы 34 опять же умножаем на 1,7. 1,7 число, вернее, количество петель, которые у нас в 1 сантиметре. Я думаю, это вы уже запомнили. 34 умножаем на 1,7 и получаем 57,8 петель. Опять же нужно округлить. И так как должно быть непарное число, то здесь я округляю в меньшую сторону и беру 57. В итоге вот здесь, вот в самой широкой части будет 57, ой, вот так вот, 7 петель. Я думаю, это понятно, более-менее. Теперь, после резинки с этого места до самой широкой части нам нужно сделать прибавки. Как мы рассчитываем, сколько прибавок, сколько петель нам нужно прибавить, да? Как это сделать? Это сделать не тяжело. Мы берем 57 петель, это максимальная ширина, отнимаем 41 петлю, это изначальная цифра, сколько мы набираем петель, и получается у нас 16 петель. Это тоже нужно где-то записать. Вот 57, отнимаем 41, получаем 16 петель. Но прибавки мы будем делать с обеих сторон рукава. А это значит, что цифру 16 мы делим на 2 и получаем 8. Значит, всего у нас будет 8 прибавок по одной петле с каждой стороны. Теперь нужно рассчитать количество рядов, через которые мы будем делать прибавки. Каким образом мы это делаем? Мы берем здесь до самого широкого места, вот это расстояние у нас 40 сантиметров, правильно? Правильно. Нам нужно посчитать, какое это будет количество рядов. Что мы делаем? Опять же, берем 40 сантиметров, умножаем уже на цифру 2,6. Это количество петель в 1 сантиметре, только уже не в ширину, а в высоту. И получаем, какую мы получаем цифру, сейчас я посчитаю, на 2,6. И получаем 104 петли. Вот так вот. Теперь смотрим. 104 петли, нам нужно их разбить, да, на 8 прибавок. Давайте попробуем сразу. 104 разделяем на 8. Получается у нас число 13. Оно нам не подходит. Знаете почему? Потому что прибавки мы должны делать либо в лицевых, либо в изнаночных рядах. Я их делала в изнаночных. А если число непарное, вот как у нас получилось 13, то оно получится, что прибавки будут чередоваться то в изнаночном, то в лицевом ряду. Нам это неудобно. Поэтому нужно сделать так, чтобы прибавки мы делали только в изнаночных рядах.
И тем более, что, вот смотрите, провязали мы, например, 12 рядов, в 13 мы делаем прибавку, так? Потом опять 12 рядов в 13 делаем прибавку. А это значит, что в конце уже, когда мы дойдем до последней прибавки, у нас получится в самом последнем уже ряду мы делаем прибавку. Смысла как бы нету, потому что зачем нам делать прибавку, а потом сразу начинать убавлять. Поэтому ну, как бы и для этого, и для удобства того, чтобы прибавки были только в изнаночных рядах или только в лицевых, я имею в виду, чтобы они не чередовались, то в лицевых, то и изнаночных, у нас здесь должно получиться парное число. Как это сделать? Вот я проще всего сделать так, если всего 13, а мы возьмем и попробуем сделать так, 12, чтобы прибавки, получается, будем делать в каждом 12 ряду, умножаем на 8. Это сколько всего прибавок. И получаем 96 рядов. Вот смотрите, вот это нам удобно. Это значит, что я вот сейчас таки напишу 12 умножаем на 8, получается 96 рядов. Это значит, что мы сделаем все прибавки и провязали уже мы 96 рядов, а всего нам надо 104. Значит, просто после этих прибавок нам остается связать еще 8 рядов. В принципе, прибавки мы рассчитали. Значит, давайте запишем, что у нас 8 прибавок с каждой стороны в каждом, вот так вот, каждом 12 ряду. Дальше остается рассчитать, сколько рядов будет в отрезке вот от самого широкого места до начала, ну как бы до конца, до плеча. Тут у нас 16 сантиметров. Делаем это все точно так же. Мы берем 16 сантиметров, умножаем на 2,6. Это сколько петель у нас в 1 сантиметре. Вот. И получаем, что мы получаем? Получается у нас 41,6. Также нам нужно округлить. Это потому что мы же не можем связать 41 ряд с половиной. Значит, мы сделаем 42 ряда. Теперь смотрите. Дальше мы рассчитываем, сколько мы будем делать убавок. Вот в этом месте оно должно быть немножечко так резко, а потом плавненько. И в конце уже тоже как бы резко мы закрываем там оставшиеся петли. Как мы это будем делать? Мы уже высчитали, что у нас 42 ряда, но эту цифру мы как бы тоже должны разделить на 2. Зачем мы это делаем? Убавки делать в каждом ряду мы не можем. Мы не можем делать убавку в лицевом ряду и в изнаночном. В лицевом и изнаночном мы будем как бы через ряд их делать. Для этого число 42 мы делим на 2. Получаем 21. Значит, эта цифра 21, это те ряды, в которых мы будем делать убавки. И так как мы убавки делаем с обеих сторон, то это значит, что всего у нас петель, которые нам нужно убавить, 57. Мы их тоже делим на 2, потому что убавки будут с каждой стороны. Получаем 28,5. Давайте, чтобы было проще, мы нарисуем такие вот ступенечки. Их должно быть 21. Это будут образно ряды, те, в которых мы делаем убавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну вот пусть вот так вот, к примеру, будет пока что так.
И последняя убавка у нас должна быть там хотя бы так, ну, в общем, закрыть все оставшиеся петли. Первая убавка, например, будет 3 петли, вторая 2, а потом уже мы убавляем постоянно по одной петле. Перед последней убавкой у нас тоже должна быть хотя бы вот 2 петли, чтобы, ну, не одна, а немного больше, чтобы оно плавненько так. И последняя убавка тоже там будет большая. Например, вот мы отнимаем убавки те, что не по одной петле. 1, 2, 3 и 4 будет у нас убавки, там где много петель. Отнимаем больше одной петли. Значит, 21 минус 4, это получается 17 рядов. Значит, вот эти ряды 17, которые остались, это будут у нас по одной петельке, мы там будем убавлять. По одной. Вот это я вот так вот как-то отмечу, что тут будет 17 раз по одной петле. И давайте теперь вот посчитаем, сколько с одной стороны мы убавляем петель, да? Допустим, смотрите, давайте сразу вот те, что по одной петле, это сразу уже получается 17 петель, да, потому что по одной петле 17 раз, это уже 17 петель мы убавляем за один раз. Потом 17 плюс 2, это где будет убавка, да, 2 петли, и плюс 3, это тоже первая убавка будет, и в конце еще мы убавим 2, да, плюс 2. Получается 24, это умножаем мы на 2, потому что со второй стороны мы тоже точно так же, таким же образом будем убавлять. А чтобы узнать, сколько мы потом в самом конце убавим в одном ряду петель, мы делаем так: 48 минус общее количество петель, которые мы должны убавить, 57. И у нас получается 9. Значит, в последней убавке мы убавим в одном ряду 9 петель. Ну вот приблизительно так. Нам просто нужно уложить в эти ряды все убавки. И чтобы это выглядело вот так вот, сразу чуть-чуть немного резче, потом плавно, 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 и потом тоже мы как бы резко закрываем. Ну, чтобы это было не так вот прям углом, да, мы хотя бы перед последней убавку не одну, а 2 петли. Ну, смотрите, если бы у вас было большее количество петель, которые вам нужно было бы убавить, тут бы можно было поставить троечку, например. Или там, я не знаю, или, например, тут 2, а тут 3, если у вас не влазит. Но у меня вот так вот, я еле растянула как бы убавки. В общем, по ходу дела мы тоже разберемся, когда будем вязать. Я это еще буду к этому возвращаться. Просто стараюсь сейчас объяснить, чтобы это выглядело понятно. Почему я не нарисовала все ступеньки, потому что они тут у меня не влезут. Ну и вообще это не очень удобно. И нету смысла их рисовать. Вот так вот я обведу. Просто нужно запомнить, что сразу мы убавляем 3 петли, потом 2 петли, а потом по одной. И уже перед последней 2 петли, и потом заключающие 9 петель. Вот и все. На этом наш рукав будет окончен. Давайте теперь это запишем. Ну вот тут, чтобы знать. Так, где она? Вот здесь, где 40 сантиметров идет. Тут мы провяжем 104 ряда. Это для себя, да, чтобы потом не забыть. Здесь, где 16 сантиметров остается еще вверх, здесь у нас 42 ряда. Еще 42 ряда. А теперь смотрите, давайте посчитаем. Нам нужно сейчас вложить еще, как будет выглядеть наш узор листьями на этом расстоянии, начиная от резинки до конца. Это тоже тяжело, в принципе, высчитать, если первый раз это вязать. Ну да, для этого мы и образец вяжем. Ну давайте для начала 104 плюс 42 тут себе запишем. Сколько всего рядов от резинки? 104 плюс 42, итого получается 146 рядов. В эти 146 рядов мы должны вложить весь узор листьями. Ну, в общем, ряды тут, в принципе, не столь важны.
Больше важно, наверное, сколько сантиметров от резинки до верха. Значит, 40 плюс 16 сантиметров. Это получается 56, правильно? И в эти 56 рядов мы, ну как я считала, да, сколько влезет листьев. Изначально когда я образец несколько раз перевязывала. Когда я связала, ну уже предпоследний образец, уже я в принципе думала, что он так и останется. Пришлось его перевязать, чтобы сделать меньшее расстояние между вот этими листьями, потому что я как ну, так прикинула, да, что когда я закончу вязать 5 листьев вот, ну, кверху, и там будет один, то этот один как-то ну, некрасиво туда впишется. Поэтому я решила, что расстояние между вот этими листьями нужно сделать меньше. Каким образом это посчитать? Я по этих средних петлях, по вот этой цепочке приблизительно так считаю. Вот смотрите, вот здесь вот начинаются первые листья, вот здесь вот начинаются следующие. Значит, мы начинаем мерять с вот этой петельки до вот этой, да, ну, которая начинается следующая. У нас тут получается 8,5 сантиметров. И смотрите, таких вот раппортов по 8,5 сантиметров у нас будет 5. Мы сейчас так посчитаем. 8 и 5 умножаем на 5. Это уже 42 сантиметра с половиной. А всего, сколько мы там сказали? А всего 56. Значит, 42,5 минус 56 остается 13 остается 13,5 сантиметров для одного листка. Давайте теперь померяем, сколько этот один листок будет у нас там, ну, будет по длине, да? Смотрите, мы сейчас отличненько вписываемся как раз. И еще 1 сантиметрик у нас в запасе, или может быть даже 1, или может быть даже 1,5, потому что оно не очень будет красиво, когда, допустим, мы будем уже пришивать рукав к основному полотну, и там, допустим, листок прям вот так вот впритык. Если чуть-чуть будет еще вязаного полотна свободного, оно будет намного красивее. Таким образом, я посчитала, что этот листок у меня еще влезет. Почему я считала именно вот эти раппорты, да? Потому что, смотрите, вот, например, представим, что вот это последние листья, да, которые, ну, 5-й листок, и здесь мы вот это начинаем уже вязать один листок, который у нас будет окончательный, то таким образом этот листок довяжется, последний 5-й, для него места там тоже хватит. И просто я посчитала, или хватит на последний листок у нас ну, сантиметров, да, или может быть его, если бы нам немного не хватало, там 1 или 2 сантиметра, его бы последний этот листочек можно было начать бы раньше вязать. Но, если честно, я уже такой свитер один вязала из хлопка, начинала вязать, ну, в принципе, один рукав там уже готов. И вот там как раз не хватило мне на последний листок. И я его начала вязать раньше. И, честно говоря, мне это не очень понравилось, как оно выглядит. Ну, как-то вот некрасиво. Поэтому в этой модели уже, которую я делаю, да, по которой я делаю мастер-класс, здесь я хочу, чтобы было все красиво. Я надеюсь, что вам будет понятно, как я это рассчитывала, как, ну, вот эти листья, да. Но если вдруг даже у вас там получатся какие-то сомнения или что, то в принципе я вам готова буду помочь. Рукав мы уже рассчитали, узор рассчитали, резинку тут не сложно, уже по ходу действия вы все поймете. Давайте теперь досчитаем до конца, посчитаем, сколько петель нам нужно набрать. В принципе, точно таким же образом, как мы и для рукава все рассчитывали, таким же образом давайте посчитаем, сколько петель, допустим, набираем мы для переда, ну и для спинки. Они у нас в ширину будут одинаково. Сколько петель нам нужно набрать. Что мы делаем? Снова 25. Давайте я напишу уже тут вперед. 25. Чтобы было видно, да? Умножаем на 2, это 50 ширина, ну в сантиметрах. И умножаем снова на 1,7. Получается 85. Сейчас я это все запишу.
Значит, 25 умножаем на 2, получается 50. Умножаем на 1,7, получается 85. И снова видите непарное число. Почему непарное? Мне как раз все устраивает. Я не знаю еще как спинку. Ну, в принципе, спинка там уже по ходу дела я посмотрю. А впереди я тоже хочу, чтобы посередине свитера была вот эта же полосочка, как я говорила. Вот точно с таких вытянутых петель лицевых. Поэтому нужно непарное количество. Значит, для переда набираем 85 петель. Потом мы вяжем 3 сантиметра резинкой, чтобы узнать, сколько будет 3 сантиметра. Ну, вообще можно, в принципе, прям потом это измерить, да. Это уже не столь важно, тут не столь значительно. Ну вот смотрите, вот тут, в принципе, у меня 3 сантиметра почти. Или 2,5. Вот приблизительно будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну где-то 6 или может быть 8, там посмотрим рядов резинки, провяжем. Это уже не важно, эти 3 сантиметра, если там будет даже 3,5, это не столь важно. Дальше нам нужно высчитать, сколько рядов провязать до проймы, а точнее, давайте даже не до проймы, а к началу выреза, потому что, смотрите, у меня тут по выкройке вырез начинается раньше, чем пройма. Значит, что мы делаем? Мы 33 сантиметра умножаем на длину, так, это ширина, вот длина на 2,6, на 2,6, получается у нас сейчас 33 умножаем на 2,6, получается 85,8 рядов и 8, и мы его округливаем. Значит, давайте 86 сделаем рядов, как раз парное количество, как раз нам это подходит. Давайте вот тут теперь отметим, что вот эти 33 сантиметра от резинки до, ну вот так вот я стрелочку такую, да, до выреза, это сколько это? 86 рядов. Теперь посчитаем 21 сантиметр. Сколько сюда рядов нам понадобится? 21. Тоже умножаем на 2,6. И получается у нас сколько? Давайте посчитаем. 21 на 2,6. Получается 54,6 ряда. И тоже мы его округливаем к 54. Давайте сделаем 54 ряда. Значит, тут тоже вот так вот сделаем стрелочку и отметим, что тут 54 ряда. А теперь еще посчитаем от проймы до плеча 20 сантиметров умножить на 2,6. 20 умножить на 2,6. Это будет 52 ряда. И запишем тоже сюда, что это 52 ряда. А вот здесь тогда от резинки до проймы, значит, если тут на 2 ряда больше, чем здесь, то тут тоже будет с этой стороны на 2 ряда больше. Правильно я говорю? Ну да. Значит, получается здесь 88 рядов. Но это так для себя, да? Чтобы знать, чтобы потом, если что там, когда мы будем довязывать к этому месту, чтобы пересчитать, все ли у нас сошлось. Как мы будем высчитывать горловину? Если всего у нас вот здесь вот, мы не записали, сколько тут петель получается всего в ширину. Вот тут 85 петель, да? 85. То эти 85 мы должны разбить на сколько частей? Вот 5 сантиметров на пройму, 10 сантиметров плечевой шов, 10 сантиметров вырез и точно так же с другой стороны. В одном сантиметре у нас 1,7, значит 1,7 мы умножаем на 10, это получается, что
Получается 17 петель в 10 сантиметрах. Значит, здесь у нас будет 17 петель, тут 17 петель. А теперь давайте посчитаем, сколько остается. Те, что останутся, и будут для проймы. Значит, 17 плюс 17 будет 34. Умножаем на 2, потому что с другой стороны точно так же. Это уже 68. Плюс 1, вот это что посерединке петля, 69. И отнимаем общее количество 85, да? Остается 16. 16 петель это остается на 2 проймы. Значит, мы разделяем на 2. Итого на каждую пройму у нас по 8 петель. В принципе, разобрались. Что касается убавок для горловины, это у меня, наверное, был самый сложный момент, потому что там тяжело высчитать, через какое количество рядов нужно сделать убавок и сколько. Вот смотрите, всего 17 петель, которые нужно убавить, но я по краю вот этого выреза буду делать двойную кромочную. Потом покажу, конечно, как. Но это значит, что уже от 17 мы отнимаем 1. И значит, что всего мы должны сделать 16 убавок, да, по одной петле. Всего количество рядов для убавок у нас 54 ряда. На протяжении этих 54 рядов мы должны убавить 16 петель. Каким образом это мы будем делать? Так как петель для убавления мало, а рядов много, то убавки будут и в каждом втором ряду, и в каждом четвертом ряду. Только вот теперь нужно высчитать количество. Сколько убавок будет в каждом втором ряду, а сколько убавок в каждом четвертом. Изначально, вот тут поначалу мы будем делать в каждом втором, а потом уже в каждом четвертом. Так как рядов у нас 54, да, то, честно, я к этому пришла методом проб и ошибок. Это как бы тяжеловато. В общем, вы для себя должны запомнить одно, что вот здесь для скоса V-образной горловины убавки может быть как в каждом втором ряду, как и в каждом четвертом. Если у вас достаточное количество петель, чтобы делать убавки только в каждом втором ряду, делайте так. Если у вас, например, на будущее, не обязательно в этой модели свитера, если у вас достаточное количество петель, чтобы делать убавки в каждом четвертом ряду, делайте так. Допустим, да. А у меня вот не получается ни в каждом втором, чтобы было только в каждом втором, ни в каждом четвертом. Поэтому я буду это комбинировать. Вот, я долго там считала. И, в общем, посчитала так, что 11 убавок я буду делать в каждом четвертом ряду. Значит, 11 я умножаю на 4, получается 44 ряда. Это уже минус 44 ряда, да? И всего 16 убавок, значит, минус 11. И остается 5 убавок, я их буду делать в каждом втором ряду. Умножаем на 2, получается 10. И смотрите, как у меня получилось. 44 плюс 10 равно 54. Честно говоря, вот видите, как тут у меня вроде бы все легко и просто так сошлось, но сначала я очень долго считала, как мне это высчитать. Но в принципе, если вы дружите с математикой, то у вас все получится. Вот так вот. И последнее, что нам остается высчитать, это 8 петель для проймы, и нам надо будет их тоже убавить. Первая убавка будет 3 петли, потом 2 петли, это уже 5, и остается 3, и это значит, что потом убавляем еще 3 раза по одной петле. В принципе, тут уже не тяжело, тут мы уже разберемся и запомним, а дальше просто будем вязать без убавок. В принципе, наверное, все. Расчеты на этом окончены. Будем приступать к вязанию.